Cock that motherfucker back, Kiwi. Всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И в этот прекрасный осенний день мы начнем серию с крутого обновления. Сегодня к нам пришла вот эта замечательная рама от известного по всему миру Roadster Shop. Это рама на Mustang, на нашу Элеонору, которую вы видели в прошлых сериях. И именно с этой рамы мы начнем постройку этого проекта. Здесь рама уже в сборе с задним мостом, с блокировкой внутри, с полуосями, с системой подвески, это винтовые стойки, кайловеры, с тормозной системой БАЭР, перед-зад диски, рулевая рейка и жирные стабилизаторы. Это невероятно крутой инсталл, поскольку в России такого еще никто не делал, особенно с мустангами. Мы будем первыми, и это действительно будет один из наших крутых и самых-самых-самых интересных проектов на сегодняшний момент. Эта рама сделана по методу, вообще, как вы же знаете, что Mustang не рамная машина, он на лонжеронах. Так вот, это изделие тоже я бы не назвал рамой, поскольку она ставится снизу по контрольным точкам и приваривается, а в каких-то местах привинчивается к родным лонжеронам. Нам не требуется изменять ничего по полу или по полу багажника. Все остается по кузову в оригинале. Мы просто дополняем и усиливаем. При этом мы убираем стандартную переднюю и заднюю подвеску и меняем ее на ту, которая сейчас здесь установлена. Итак, друзья, мне уже не терпится наконец-то начать распаковку. Мы поставим ее на колеса и закатим в цех. Там мы ее уже более детально изучим, и я вам расскажу про всякие интересные подробности. Погнали! Cock that motherfucker back, Kiwi. Итак, мы выгрузили раму с ее короба. Я хочу, кстати, заметить, что упаковка выполнена ничуть не хуже, чем исполнена сама рама. Все доски не черновые, а чистовые, то есть занозу поймать нереально, но и сам ящик загляденья, что можно сказать про раму, это шедевр.
Мы поставили задние колеса, они подошли от современного GT500, ну, по сути, разболтовка не менялась с тех пор у американцев. И теперь, чтобы поставить передние колеса, нужно поставить хотя бы тормозной диск, поскольку он идет в сборе со ступицей. Он находится в одной из этих коробок, ну и заодно давайте пробежимся и посмотрим, что же идет в комплекте. Я заказал максимальное количество компонентов сразу, чтобы потом ничего не докупать, ну и давайте я вам наглядно покажу. Начнем с первой коробки, это коробка Roadster Shop. Классическое крепление коробки к раме, вот здесь оно будет стоять. Опа. Все проклеено именным скотчем. Так, и подписано. Это комплект установки к машине. Скорее всего, это полиуретановые опоры. Здесь я с вашего разрешения пока не буду открывать коробки, чтобы это потом все не потерялось. Здесь написано, что это крепление для мотора. Upgrade Kit. Давайте посмотрим, что это, потому что я не понимаю пока, что это. Есть идея, что это? Я пока, честно говоря, не понимаю, что это. Так, вот инструкция. Это у нас, давайте, момент истины. Это колодки, которые разжимаются. Вот она, поверхность, фрикцион так называемый, который работает на разжатие и тормозит машину ручником. Все, убираем обратно, теперь понятно. Так, и в последней коробке у нас тоже сюрприз, она тоже не подписана. Это комплект прокладок, это конкретно прокладка на задний редуктор. О, и еще куча наклеечек. Roadster Shop. Это уровень, друзья. Так, здесь у нас, конечно же, инструкция с картинками. Полная, то есть вы видите, тут все детально, дословно описано, что, куда прикручивать, как ставить. Вот даже наглядно с машиной. Они крутые, молодцы, все не просто от руки нарисовано, это фотографии 3D модели, все четко под разными углами показано, как, куда крепить. Видно, что они снимали полностью все моделирование кузова, у них тут показано даже, насколько не влезет в стандартный туннель какая коробка и как ее модернизировать, описание. Да, вот надо вырезать под шифтер. Круто! Посмотрим, насколько она будет нам полезна, когда мы начнем сборку машины. Опа! Так, давайте следующую коробку откроем. Ну, честно говоря, я уже начал открывать. Так, здесь у нас, ну, судя по тому, что комплект 3 коробок с маркировкой BAR, это все тормозная система. Так, куча упаковки, инструкции, естественно. Так, посмотрим, что у нас коробка. Сейчас посмотрим, что в ней. Да, это тормозные машинки. У нас они одинаковые перед-зад. Давайте я вам покажу, как они выглядят. Это черные тормозные машинки, суппорта с красной маркировкой BAR. Вот так круто они выглядят. Колодки уже установлены в них, все скобки, все прокачные штуцера, все здесь. Его остается, грубо говоря, просто притянуть и подключить тормозные шланги. Так, далее, конечно же, проставки, уши крепления тормозов. Выглядит все очень круто, четенько, аккуратненько. Комплект армированных шлангов, все болты, инструкция и так далее. Даже есть центральные проставочки. Тоже крепление, как понимаю, можно поставить тормоза как удобно, как тут множество отверстий. И я думаю, это для того, чтобы можно было выбрать либо разболтовку, либо положение тормозного суппорта. Так, и дальше у нас здесь идет тормозной диск. Это диск на заднюю ось, поскольку у нас нет здесь ступицы. Здесь у нас дырки под шпильки. И это все одевается на заднюю полуось. Также вот здесь вот поверхность, о которую будет тереться как раз таки колодка ручника, которую я до этого показывал. Вот по этому кругу. Так, все, в этой коробке все. Как я понимаю, это комплект установочный на заднюю ось. Переходим к следующей коробке. Что у нас здесь? Также инструкция, также упаковка.
И здесь у нас то, что как раз сейчас нужно, это передние тормозные диски. Они, блин, тяжелые. Вот, видите, они уже в сборе со шпильками, они, да, в сборе со всеми подшипниками. Осталось найти только гаечку, которой они сейчас притянутся вот туда. Да, тут все сальники, все смазано, просто бери и ставь, как говорится. Очень за это ценю этот комплект. То в последней коробке у нас непосредственно тормозные диски, точнее тормозные суппорта на переднюю ось. Да, это комплект, также крепление, инструкция и полностью расписан комплект. Я даже не буду это открывать, поскольку он не отличается от переднего. Наверное, уже несколько минут вы спрашиваете себя и ждете от меня ответа, сколько же все это добро стоило. Я боюсь произносить вслух цену за эту раму, но придется. Комплект в сборе с тормозами, с колами, с стабилизаторами, креплениями мотора и так далее стоил $18 тысяч. Сюда мы прибавляем доставку около тонны из Америки. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, вот эта вот обрешетка весила не меньше, чем сама рама в сборе. Поэтому представьте, да, сколько это все стоило доставить. Короче, грубо говоря, в рублях 1,5 миллиона. Это цена какой-то машины, да не какой-то BMW, можно там плюс-минус современную купить, да. Но эта рама выполнена по самым современным технологиям в мире модернизации, кастомизации и тюнинга автомобилей. Эта рама просчитана на всевозможных программах. Roadster Shop ее просчитывал даже на столкновения с препятствиями, с машинами. Они специально ударяли, симулируя удары о бордюр, и смотрели, как поведет себя вся эта структура. Это не просто так, да, какой-то комплект они прикинули, да, и вот они продают, и потом столько мучений с ними. Здесь все рассчитано. Все рассчитано под вес. То есть я заранее говорил, что за машина, какой будет стоять мотор, какая трансмиссия. Они, исходя из этого, из веса двигателя, да, с трансмиссией, подбирали пружины вот в этот комплект кайловеров. Это колоссальная работа. Плюс вся эта рама моделирована заранее в 3D. То есть все это рассчитано. Поэтому, естественно, все это оборудование, которое нужно закупить, чтобы ее собрать, лазерная резка, гибы, ну, просто чума. Это оборудование стоит миллионы долларов. И сколько оно будет окупаться, только Roadster Shop известно. Но действительно, она стоит этого. Подвеска переработана полностью. Плюс Mustang же не рамный. Поэтому называть рамой это, конечно, не очень корректно. Это часть кузова, которая частями приварится, частями прикрутится к кузову снизу и тем самым усилит его в 2-3 раза. Нам даже каркас безопасности не нужно будет ставить, поскольку рама станет основание, пол, да, все, на чем держится подвеска, станет очень-очень жесткая. Так, на этом все. Погнали ставить передние диски. Итак, мы переместили нашу конструкцию в мастерскую, и первым делом, что требуется сделать, это полностью ее разобрать и отвести на порошковую покраску. Сейчас я этим займусь, благо производитель собирает все, не затягивая болты, все просто наживлено и все откручивается руками. Нужно снять мост, все тяги, переднюю подвеску, стабилизатор. Это единственное, кстати, что здесь уже покрашено. Все остальное отправляем на покрас. Погнали разбирать!